Ну что ж, давайте посмотрим презентацию Sony. Сегодня для протокола 9 сентября 2021 года. И мы сидим с пацанами на Твиче и смотрим конференцию Sony. Так, надо чуть потише сделать. Сидим, пердим, это правильно. Так, надо бы еще, наверное, в Твиттер написать. И надо поменять Dark Souls на Special Events. Special Events. Так. Твитыча. Канал. Так. Так, запись, если что, будет потом на Ютубе. И я, кстати, даже делал специально все хорошо. Я специально сделал остановил запись, запустил запись, чтобы порезать, чтобы не мешать конфу Sony. А сейчас можно пока уже поставить на заливку Dark Souls заливаться. Если только стрим упадет, сейчас посмотрим. Так, час 30. Ну-ка. Будет ли сказываться на качестве стрима? Не, нормально. Так, хорошо. Не влияет. Слай Купер. Ну, кстати, да, давайте пока поспекулируем, что могут показать или не показать. Где-то были сливы. Где-то были сливы. А где-то была черешня. А где-то были груши. Так, сейчас. Пока будем заливать это безобразие. Енотовые сливы. Так, русский язык. Dark Souls. Так, unlisted. Все хорошо. Пусть новые игры покажут на ПК. Sony, да, Sony специально будет показывать всем игры на ПК. Это же их основной бизнес — делать видеоигры на ПК. Откуда у людей такой интерес к PS5? Интерес такой, потому что обратная совместимость. И в целом игры предыдущего поколения работают лучше, чем на оригинале. В смысле, чем на PS4. Ну, там, не знаю, тот же The Last of Us 2 в 60 FPS. Было у меня, кстати, такое желание его перепройти, но я потом вспомнил, что это, приключение туда и обратно на 25 часов. И я сказал нет. Кстати, отвратительно.
YouTube обрабатывает вот эти вот архивы, которые я заливаю сутками. Так, кстати. Так, чатик у меня тут. Презентуха у меня тут. Один фиг консоль не купить. Я купил себе случайно с помощью бота. Ну как случайно, я пытался сделать это месяцев 6, наверное. И купил с помощью алерта бота телеграммовского, который мониторит все европейские сайты, который доставляет в Нидерланды и в Бельгию. То есть там Германия, Италия, Испания, Франция, что-то еще, и местные, и бельгийские сайты. Но мне удалось как-то проскочить. Я до сих пор оглядываюсь на это. Это был еще тот experience по покупке. Было весело, короче. Вчерашний стрим YouTube все еще обрабатывает. Там до сих пор появилась только 360p версия. Блин, неужели опять начать стримить на YouTube и Twitch одновременно, чтобы с этим вот не геморроиться? Чат, как ты думаешь? Чат, что скажешь? Чат. Как песня называется? Я не знаю, как песня называется. Это то, что вот нам Sony показывает. По-моему, я эту песню уже слышал. Они ее... Ну, в смысле, не песня. Песня это когда слова есть. А это композиция. Забей на Twitch уже совсем. Да вы чё, да как я могу забить на Twitch? Как я могу забить на Twitch? Сюда, вот как я не пытался перетащить людей на YouTube, на трансляции, приходит в 2 раза меньше людей. Я вообще, я все что угодно делал. И с бубном плясал, и шамана вызывал. А где вы еще будете Кузьмича крутить? Он как это делает сейчас Диамон. Блин, что-то я вспотел весь вообще. Полосатого шамана. Что? Кто такой полосатый шаман? У меня морда потная. Потому что в комнате, блин, жара. Ну, кстати, если я сниму очки, я не увижу ужаса, которые нам будут показывать на презентации. Это хорошо. Так. И сразу бомбят трейлером. Ну-ка, ну-ка. Геймплей записан на системе PS5. Это геймплей? Это геймплей? Нет. Это шахматы. А это что за слайд-шоу? What the fuck is that?
больше всего волнует, почему здесь слайд-шоу на видео обычном. Надо чуть потише сделать. Это Saints Row, наверное. Нет? Шахматы снова секси. Я пока вообще ничего не понимаю, что происходит. Королева захвачена. Нет, это не Амар из прослушки. Это какой-то молодой чувак. Элой. Пипец, нам ничего не показали. Это не игра, пацаны, расходимся. Это не игра. Это лучше. Это просто видос, дорогой. Показывайте нам игры, пожалуйста. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive and compelling Чат, смотри, смотри, чат. showcasing their creative vision as Смотрите, смотри, чат. We've never been more grateful for the PlayStation community. А у вас такого нет. А? So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Накс Мельчак 4. Лексы прям с экрана потекли, да. Лукасфилм. Неужели Звездные войны новые? Это не та игра, которую делают Respawn по Звездным войнам? Я смотрю, там ник возбудился. Я даже погромче сделаю специально для тебя ник. И Лорена показали. Ничего себе. Который ремейк. Охренеть. Ничего себе. Боже мой. Можно уже орать. Я, кстати, тоже не играл в Котор. Так что, короче, сейчас поколение, когда надо делать ремейки старых игр. Так, чат, если, короче, это будет такой же ремейк, как Demon's Souls, я прям буду очень доволен. Это Байонетта? О, вы видели эту жопу? Вы видели эту жопу номер 2? Sony выиграла E3 с этой жопой. Боже. Привет трипофобам.
Our Mother in Heaven. Our attempt to guard our Earth. Я не успел прочитать. We could not fulfill the security of чего-то, defeating our enemies and saving humankind. 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 맹세하오니 부디 저희의 죄를 사하여 주시고 Не, ну слушайте, ну это отвратительно. 거두어 주시고 Пецмен. 저희를 유혹에 빠지지 않게 하소서. О, 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들 короче, это какой-то... 처럼 도시를 누비던 교통수단이지. Блин, фу, ну нельзя, ну блин, ну японцы, ну пожалуйста, ну вы посмотрите, ой, ох, я чувствую, как сейчас полыхнет вообще в интернетах. 지구가 시체에 기생하고 있다니. Ох, сейчас будет от этого бомбить, сами знаете кого. От гиперсексуализации главной героини. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나간 놈들은 이곳에 버려졌지. 마더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가 곧 무너지겠어. То есть я абсолютно не шучу, я не хочу, чтобы у меня у главной героини была блестящая задница всю игру. Я же не буду смотреть на монстров. Мне это тяжело, я уже старенький. 뭐 살살 가고 놀았지. Ну, с другой стороны, я в это никогда бы и не поиграл, потому что я не люблю такие слэшеры. 뭐야? 여기야. О, кубики полетели. Надо потише сделать. А то это орёт. Монстры красивые. Кровяка красивая. Что за произойдет? Это Sony показывает новые игры. 이브, 저건 알파 네이티브야. Не, ну тут RTX во все поля пошел. А это что за Warframe? А это еще и корейцы делали. Отлично. Ой, простите. Так, Gearbox. Darkness washes over the land. Dun dun dun. Так, это что за радуга? Dragon Lord has returned. Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? А, я знаю, что это же это, господи. Бордерлендщина. Но это не Borderlands, это, короче, я название забыл, оно какое-то странное. Нюка-кола. Боже. Tina, why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! Я вообще не понимаю, как люди на серьезных щах делают такие игры. Буквально нет слов вообще. You ready, newbie? Time for character sheets, baby!
Tiny Tina's Wonderland. Все, я всем пытался вспомнить название этой игры. No end credit scene here. Его показывали уже то ли на Ретей, то ли на Gamescom показывали. Я не запомнил. Господи, слава богу. А это что? Так, Square Enix. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. We are getting out of the city. Так, они хотя бы между трейлерами бы уровень громкости выровняли. Позорники. Так, вот это уже интересно. Clean air, bright skies. Найс. Вот это похоже на видеоигру уже. Сколько времени прошло с начала трансляции? 15 минут начали показывать что-то похожее на видеоигру. Порталы. Ну это модно в PlayStation. Wait, stop! Она серьезно подошла к какой-то неведомой хрени, тронула и думала, что ничего не произойдет. Where on earth is this? Africa. Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, Кайф. I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved shit with my freaking mind! Yeah, okay, that is something I do now. Ну вот это видеоигра. Ребята, я вас поздравляю. Probably fly next. Что это? No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. Голос на Троя Бейкера похож. Our land suffers. You are the only hope we have. Ее показывали уже раньше? Точно? You're the one that's planning on facing off with Sylar. Tanta Sylar is the strongest and most formidable of all the Tantas. You will be doing our land a great service by killing her. Да, это похоже на темку Unreal 5. Это правда. И даже было интервью с актрисой. Forspoken. Если честно, если это показывали... Forspoken. Если честно, я пропустил. Я не мог это пропустить. I am the one you seek. The one and only Tanta Sylar. Неплохо. В 22-м году. Весной. Окей, ждем. Че бы побольше геймплея посмотреть. Against the worst global threats imaginable. Hostage situations. Так, а это что? The threat of nuclear war. Это новый Division? But now we face the greatest terror our Нет. world has ever known. Серьезно? Rainbow Six, как я угадал. Ладно. Что-то есть такое в юбисофтских играх, которые ты сразу угадываешь. Это вот free-to-play шутан, который будет? Нет, фу, господи, это не это. Фу, нет, закройте глаза. Это... Ой, нет, это... Нет, ни за что. Не смотрите это, пожалуйста. If we want a shot at tomorrow, we will move as one. Да, это кооперативный шутер PvE-шный. Против уродов. Но просто непонятно, кому это нужно. Почему отношусь? Потому что, короче, без души. Все, что показывали, уже и геймплей показывали этого безобразия.
we enter. И людям давали играть. Мне оно кажется, что в ней души нет. Together, we fight for our future. And no one will be left behind. Да, вот там правильно, как Катани пишет, что это был ивент в Радуге, временной, небольшой. И он нормально там работал, ну, мы там пару раз по нему пробегали, когда еще в Радуге играли. А потом они почему-то решили, что из этого надо сделать отдельную игру, внимание, за деньги. Forspoken — это новое название игры Project Афия. Я тоже не знаю такого. Remedy. Нам кайф, нам показывают нового старого Алана Вейка. Вот эту вот игру я буду перепроходить, потому что я ее проходил лет 12 назад, и она меня очень сильно зацепила, но я ее уже очень плохо помню. Alice? Alice? My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Last night I woke up. Блин, неплохо переделали. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the Люблю Epic Games Story. depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice. Да, это ремейк первой части. Анонсировали же пару дней назад. И вот наконец-то трейлер показывают. Carl Stucky. Pleased to meet you. Это очень крутая игра. Если вы не играли в Алана Вейка, вот подождите пару месяцев или сколько она там будет выходить. И пройдите. Это шедевр. My name is Alan Wake. I'm a writer. Это в октябре. Блин, когда в октябре мне во все это играть? Блин, октябрь, батла, колда. Вот это еще. Блин, я отпуск возьму. Это то, что GTA 5, который вам в который раз продают на PS3, на PS4, на PS5. Эта игра еще мою бабушку, ой, господи, меня переживет. Я уже дедом стану, эту игру еще продавать будут. Да, все еще меньше, чем Skyrim, это правда. Дату объявили в марте 22-го. Хорошо. Так, это я помню, там пока... Я помню, показывали год назад. Это странная японская ёба. Только тогда геймплея не показывали такого. Critical work. People always decry the truth when forced to face it. Still your fear. I will be her salvation. Mari! The time is Блин, такие кайповые монстры. The world rests on the Не, японцы умеют, конечно, делать кайповых монстров. У них ничего святого и никакого стеснения. Рэпер Фейс.
A new age will dawn. Да, Ghostwire Tokyo, точно. Ник молодец, Ник шарит вообще. Все подписывайтесь на Ника, Ник шарит. Так, еще одна игра от Марвела. Guardians of the Galaxy. А, фу. You came here seeking truth. Rejoice. The matriarch wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Oh! Ah! Ah! What's wrong with you? Oh, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. Fine. Cosmo! Ура, шутки. Buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priests, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. So let us investigate for you. Always catch, Peter Quill, and not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating the Чем они занимаются? is 0.3%. Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. Осуждаем. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. Ну, не знаю. Мне не интересно. В игре даже есть енот, а меня вообще не интересует. Thanks, bud. Парашная игра по парашной вселенной. О, нет. Она уже вышла вроде? Как с ними бороться? Ну, выглядит на самом деле прикольно. Интересно, как это играется, конечно. Bloodhunt. В целом, кто смотрел? Кто-нибудь смотрел стримы по этому? Welcome to the Eon program. Picture your perfect you. Ну, это этот самый, господи. Your enlightenment, your fashion. Not just freedom, we offer eternity. Shut up. Your esteemed visionaries believe the only thing missing from Black Reach is you. The Visionaries. Точно, да. Я всем забываю название. Я помню название студии, но название проектов у меня что-то в голове вообще не удерживается. Это же Deathloop из 7 залуп.
place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced-out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing Eon's bullshit. Если она тоже в октябре выходит, это вообще отвратительно. Когда во все это играть. This Party Island hangover is not my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? What the black notes anymore? Who am I? Colt, I want you to remember. I want you to remember why you came here. Huh. Is that? Damn, I look good. I've imagined myself a way out. Боже. Gonna break this time loop before it breaks me. А, так это уже 14 сентября выходит. Тоже через 5 дней выходит. Ничего себе. Так, что это? Кит, амнезия. Ничего не понял. Ладно, дальше. Они заняли моего времени 30 секунд и ничего не показали. Ненавижу тизеры вообще. Мир и так перегружена информация, а нам еще тизеры дают. Так, вот это видеоигра. Блин, это же Last of Us. Так, ну это уже показывали, только я название не помню. Так, она в чайку прыгнула. В собачку прыгнула. Крабика прыгнула. В черепашку прыгнула. Jump. Kalau cuma Philip Meapur. Meaji? Sampai muna nyawak. Ite yang azo ikuhu ni angich. Не, ну вот вы смеетесь, а так вообще как бы игры и должны выглядеть. Все цветастое, радостное, адвенчурно. Чья? Можно погладить крабика. Ну все, игра куда?
biggest pirate treasure of all time is within our grasp. I see. Oh, Uncharted. Lost Legacy, Teeth End. Это ПК-версию, наверное, показывают, да? Remastered for PS5 and PC. Уважение. Но, если честно, игра выглядит так же примерно, как я ее помню, как она выглядела на PS4. Она всегда выглядела охрененно. Не, ну если вы не играли в Uncharted, то что вы вообще делаете? Это надо пройти. Несмотря на то, что это просто 4-я часть, то все равно вы должны ее пройти. Не, 100%. Я, кстати, в первый Uncharted не играл. Я играл во второй, в третий, в четвертый. Ну, во все вот эти вот. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter, games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Так, давайте еще Bloodborne на ПК. Insomniac. Marvel. Not actual gameplay. Неактуальный геймплей показывают. Какие руки волосатые. Ничего себе. Волверайн. Росомаха. Ну, вот это будет интересно, наверное. Ну хорошо. Но это тизер. California Digital. Ой, машинки нет, спасибо. При всем уважении. Катайте свои машинки сами. Вы, кстати, когда-нибудь слышали настоящий орган в зале? Вот где сила. В зале, в такой с хорошей акустикой. Если есть возможность, сходите в какой-нибудь органный зал. Это прямо, это чума, особенно когда басовые ноты работают. Да, вот в Калининграде, например. Незабываемые впечатления. Потом этот звук ни с чем не спутаешь. Ура, геймплей. Серега любит во всякие гоночные симуляторы катать. Порцу нарезает.
Капельки воды. О, здорово, Вовка. Не, ну это Gran Turismo 7. А вкратце сюжет первых 6 частей надо знать, чтобы в 7-ю начать играть? For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. Spider-Man. One who could surprise me. Блин, я так ни в одного Спайдермана не играл. Even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Spider-Man 2. Каев. В 2023 не Каев. Ну круто, наверное. Ругает за цифры в названии. Нет, в данном случае не буду ругать. Есть нюансы. Так. Кратос. Кратос на PS5. Все, сидим. Сидим-пердим. Ничего себе. Бой. Это за материал. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War Он is же coming. похож на школьника. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, Maybe that's what Mother wanted. we do not know what Mother wanted. Блин, пиздюк что-то какой-то некрасивый. Recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. Блин, секс просто. You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead. Well, for a dead man. Блин, как офигенно выглядит. О, вы посмотрите на это. If he's out there, we gotta Если find him. предыдущий God of War выглядел просто божественно, то этот выглядит просто мега божественно. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No. You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Я боюсь, это последнее, что нам сегодня покажут. Просто потому что это настолько охуенно, что у меня слов нет. Это, наверное, самый мощный анонс презентации. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it.
That is so. Блин. Here. Are you coming with us? О, вот это мужчина еще побольше, чем Кратос. You'll get your answer soon enough. Well, some of them. Эксклюзивно для PS5. А, она еще на PS4 будет к тому же. То есть это кроссген. Ну, надеюсь, они будут отличаться повышенным разрешением, текстурами и FPS хотя бы. Так, это еще что-то. Я ошибся. Что это был последний анонс. А, нет. Странно, что по Horizon ничего не показали. Это уже просто мэшап. Что по Звездным войнам было? Ремастер Котора. Причем в самом начале. А там ничего не показали. Ну, в смысле, был просто тизер. And I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing. Почему мужик слева на Зампеллу похож? Сначала подумал, что это Зампелла. And finally, a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7. Готовь свои деньги, зарабатываю в поте лица, чтобы купить все игры. And, you know, I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the rolls, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers. That really kind of makes you feel like you're an incredible racer. And for me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. But I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, A Rift Apart, and now two big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman. So what can you tell us about just why Insom gets so fired up на самом деле Wolverine. Я всегда читал Wolverine. Ничего себе. Вот это я ошибался всю жизнь. Плюс чат, кто тоже всегда читал Wolverine. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel. And that collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. Блин. And I know that Insomniac are Один я такой, короче. further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar again, you know, in terms of immersion, action, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece. На ютубе полляма человек смотрит, ничего себе. So thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine.
I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat. Ну что, перекатываемся на YouTube тогда, раз на... Very exciting times, and on multiple fronts. Tonight, we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? You know, like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so, you know, I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're gonna get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure that by this point you have played it. So what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS5, the level of detail on Aloy, her kit, her lighting, it's just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking. And it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. Но этот геймплей нам уже показывали. Ничего нового. Combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, you know, when you're firing arrows and the other ammo. You know, the team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special, and I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announcement we saw just a few minutes ago. God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. Eric в кадр не помещается. Every single God of War, including 2018's God of War. Is that correct? Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. You know, we've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and, you know, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time, but also, you know, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. But that's the perk of being the director, I guess. But, you know, from my point of view, like, we want to tell a very heartfelt and epic story as, you know, a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. You know, it's a very difficult kind of human condition that we all deal with. And we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And, you know, at the end, we just want to have an ending that feels very, you know, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, you know, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together. Под конец презентации они решили всех усыпить вообще. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, you know, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor.
And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian. Сыны Анархии я не смотрел, кстати. To the Norse mythology version. He's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the Allfather of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. О, тебе дали доступ к New World? Kind of rest his history, so I can't wait. А мне, кстати, не дали. Я давал этот самый запрос, а мне не дали. Жопошники. And doing whatever he wants, and he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit, and make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Ну я просто часа в 3 дня как раз кнопку нажал. Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War, and Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, like with the little wink and smile from Angerboda. She's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Блин, офигенная игра получается. He's played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angerboda is being played by Leia de Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. There's a lot of different monsters he saw in there, and there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. That would have been completely amazing. А тебе Катани пришло письмо, что тебе дают доступ или что? Или просто в Steam можно было скачать? Поясни. And just get excited and hyped, and then use that to push us through to finish the game for you guys. Уже на странице у меня до сих пор. Типа вы запросили доступ и типа ничего нету. О, наконец-то Кори дадут поговорить. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. Okay, я понял тебя Катани. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about. Офигенный чувак. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up we have Блин, он вообще ничего не сказал. He's the lead producer. Зачем он сидел все это время? Улыбался. Just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars. О, давайте-ка больше деталей. Может быть, нам что-нибудь красивенькое покажут. Пару скриншотов. What's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? The original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever.
We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspyr from bringing classic Star Wars games to modern consoles, but this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely right. While Aspyr has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms, this project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented Очень нравится, как они, конечно, свет выставляют. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, huge Star Wars fans too. One of the nice parts about building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all of the new people. Да, показывали геймплей нового God of War, но он был смонтирован хорошо, без интерфейса, просто так, нарезка разных частей игры. И он выглядит очень сексуально, наверное, лучшее, что показывали за сегодня. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog and check out all the trailers Круто, они в час уложились. on YouTube. Thanks for watching. Короче, все трейлеры Болверин можно посмотреть отдельно на YouTube. Так сказал Зампелла номер 2. Все, конец. Черный экран. Все, закончилось. Просто у меня из софта сейчас... Да, все закончилось. Ну чё? Что в кого там впечатлило? Мне понравился God of War. Я excited по поводу Котора. Хочу играть в Алана Вейка. И вот еще не совсем понял вот эту... Господи, на F как-то игра. Про тетеньку, которая в какой-то неизвестный мир попала. Блин, надо название запомнить. А то ж стыдно. Так что да, не, Sony ебет. Больше всего понравились игры Microsoft. А ты хорош. Вот смотрю, там Ник в Твиттере написал: приятно, что у которого именно ремейк, а не ремастер. Ремейк — это значит, они прям совсем возьмут просто идею и все там полностью переделают, механики под современность пофигачат. Это я тебя правильно понял, если ты еще тут Ник. Ну-ка, подождите. Так. Давайте-ка сейчас зайдем на PlayStation. Так, все, шоу-кейс закончился. Есть все трейлеры. Сейчас, подождите. Так, давайте что-нибудь посмотрим еще раз. Так, Bloodhunt неинтересно. Guardians неинтересно. Простите, а где God of War? God of War. Так. А, вот Forspoken. Либо он вот здесь вот находится.
Нет, не здесь. Ага, quality 360, ну нормально. Они, видимо, их только-только залили. А чё это они вообще? Фу, ну ладно, у кого-то есть, а у кого-то, блин, 360 всего. Серьезно? God of War нет? Давайте-ка еще Forspoken посмотрим. Он, кстати, в 4К. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Лучше бы они трансляцию в 4К на Ютубе вели. Это что, как лохи вообще. Уже 2022 год на носу. Они до сих пор стримят в 1080p, отвратительно. А все трейлеры потом выкладывают в 4К. Ну как так-то? Давайте я пойду в Sony всех разъебывать и учить их стримить нормально на Ютубе. Потише. Вот это очень красиво. Так, ну ладно, в начале недоумения ее понятно. Давайте ближе к геймплею. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. Во, вот здесь это все красивее выглядит. And oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved shit with my freaking mind. Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts. I'll probably fly next. Им надо, блин, нормально трансляции вести. Чтобы вот так вот смотришь трансляцию, она, блин, в 4К, и вообще красота. А не вот это вот все. Каждый раз просто на игры смотришь на квадратике, особенно на экшн-сценах. Так, еще... Сейчас. Вот здесь вот еще тоже должно быть красиво, смотрите. Смотрите, вот как надо было показывать это все. Вот. Вот. That's my boy. My girl. Извините. Так, все понятно. Так, а где? Я хочу еще God of War еще раз посмотреть. Придется так искать. GameSpot. Вот нормально. Нашел. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. У меня такое чувство, что это заапскейленный трейлер. Это 100% заапскейленный трейлер. Это отвратительно.
Ну... And if those answers lead to war with Asgard. Нет, это не 4К-шный трейлер, это наебка, вы посмотрите. Блин, вам не видно, а я вижу все эти проплешины. Так, ну еще какой-то гейм, какой-то плей. Здесь нету. Имспот. Anywhere. Ладно. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard. Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war, Секс просто. who is dead. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. Он, конечно, эту голову мужика таскает на себе. Speed the happen to him. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No. You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Архив. Секас. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Минус ФПС. Here. Are you coming with us? Да, вопрос, где новое оружие? Кстати, да. Где снайперка? Где ППХ? Well, some of them. Где гранатомет в конце концов? А то что это за... Да что это за Рагнарёк, да без гранатометика? Не, ну мне очень интересно, почему на канале Sony не выложили этот трейлер. Как так-то? Это очень-очень... Это очень подозрительно. Прямо осуждаем. Забудь про это слово. И никогда его не пиши. Особенно на Твиче. Есть на канале Sony. Я не вижу. Ниже. Ну вот все видео. А, ну вот он. 2 минуты назад появился. У меня почему-то вот через видео его нету. А так есть. Вот, давайте. Вот здесь не заапскейленный, наверное, будет. Я готов еще раз насладиться вот этим, если здесь будет не заапскейленный трейлер. Да, вот он нормальный. Вот нормальный красивый трейлер. 4К. А не вот это вот все. Наебщики.
Возможно, просто у меня ближайший сервер еще Ютуба не закэшировался. Точнее, кэш не сбросил. Так, Фриман, только давай без обсуждения вот этого. Так, я запрещаю это обсуждать. Если у тебя, Фриман, по этому вопросу есть какие-то вопросы, обратись к интернету. Но это я здесь обсуждать запрещаю. И не я запрещаю, а Twitch запрещает. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Блин, вот это я понял, вот это качество, вот это хорошо. Блин. Вы посмотрите на вот это вот. Блин, вообще кайф. Какая детализированная деревня. Come in. What in all yarns be the happen to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Alan Wake появился в EGS 1900. Кайф. Сейчас вложимся. Сейчас. You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and Жена пришла. person? Гоняет меня. Правильно делает. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Tyr! Are you coming with us? Я сидел Тир на печи. You'll get your answers soon enough. Well, some of them. PlayStation. Все, кайф, ладно. Все, всем спокойной ночи. Ну вот, короче, вот у меня только-только появился. Блин, еще у меня что-то страницу расхреначило. Только-только появился. Все, давайте, спокойной ночи.